Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать простой анатомичный наруч без нагрева. Итак, обычно наручи немножечко повторяют форму руки, и в этом месте, вот в нижней детали, есть небольшая выпуклость, там есть мышцы. Эту часть нужно выколачивать наружу, здесь все просто. А в этом отрезке у нас есть изгиб наружу, в эту сторону. Обычно это делается с помощью нагрева, но в этом видео постараюсь сделать это все на холодну. Это по нижней части. Верхнюю часть очень часто дополнительно отковывают в этом месте, и мне кажется, это не очень правильно. Дело в том, что выпуклая часть мышцы находится вот здесь, вот это центр. Вот если человек напрягает руку, здесь получается центр, как бы шарик такой. Но наруч у нас заканчивается всегда обычно в этом месте. То есть у нас на верхней детальке есть только вот такая просаженность, вот такой изгиб. Поэтому выколачивать шарообразную форму в этом месте нет смысла. Здесь тоже нужно сделать такую просадку. Опять же, это все обычно делается на холодно, но сейчас интерес в том, чтобы сделать это все, делается все это на горячо, но сейчас интерес в том, чтобы сделать это все на холодно. Почему? Потому что у нас сейчас в Украине часто встречается 30 ХГСА европейского проката, и она очень сильно наклепывается на горячо. То есть она становится очень твердой и очень хрупкой. И без отжига большой шанс того, что она просто треснет в работе. Начинается все с размеров и с выкройки. Берем размер от линии сгиба кисти до локтя. У меня этот размер до центра локтя 27 сантиметров с половиной. Отнимаем от него примерно 5 сантиметров, потому что наруч не должен доходить до самого локтя, он должен дойти немножечко позже. Итак, у меня получится примерно 24, я думаю, будет нормально. У меня есть какая-то выкройка, здесь нарисовано 23. Вот. За основу беру ее. Я изначально на листке лист согнул напополам, чтобы сделать симметрию. Это наш центр. Так, теперь обхваты. Обхват возле кисти. Эти размеры нужно снимать поверх стеганки или поверх того, что вы обычно носите под доспех. Если это пластиковая защита, значит поверх нее. У меня вот на такой свитерок получается где-то 25, наверное, будет. Размер 25. Напополам делим. Наруч в этом месте закрывает, то есть нижняя створка половину руки закрывает. 25, значит это будет 12,5 или 13, чтобы был какой-то запас. На этой выкройке 15. Я, наверное, возьму 14. Немножечко больше наруч сделаю. Итак, точка еще одна есть. Теперь самую широкую часть руки, там где мышца. Кстати, здесь еще стеганка может немножечко давать складки, и поэтому обязательно поверх стеганки снимайте. У меня 36. 36 напополам, это 18. Здесь же у нас 21, 18. Тоже немножечко больше возьму. Возьму 20 где-то. Больше, не меньше. Итак. Примерно вот эта зона в наруче, она будет выколачиваться дифовкой, как бы шарообразная выкладка. Вот эта зона, вот это наш такой поясок, он не должен выколачиваться. Это наша нижняя
точка вот этой дуги такой, вот эта часть, она не должна подняться. Мы поднимаем только вот эту часть и вот эту. Ну или опускаем, если перевернуть наруч. Это вниз и это вниз. Вот эту последнюю часть нужно будет выбивать наружу, вытягивать, делать дугу. Таким образом, из ровной линии, вот, если мы берем горизонт наруча, вот эта часть, мы должны отклонить там, где мышца, сюда, это эта зона. Здесь мы не трогаем и стараемся вот эту часть немножечко приподнять, насколько это возможно, на холодном. Таким образом появится такая красивая изогнутость, которая присутствует на средневековых наручах. Так, дорисовываю выкройку. Кстати, край немножечко дублирует горизонт наруча, как бы срез. Если в этом месте у нас выпуклость идет, то и край наруча вот, тоже имеет небольшую выпуклость. И в то же время, если у нас тут, скажем так, пухлость, наоборот, выгнутая линия, то она тоже имеет изгиб наоборот. И вырезаем. Нижняя створка есть. Теперь делаем верхнюю. Она очень похожа на нижнюю, но есть некоторые отличия. Самое главное это то, что у нее есть нахлест. То есть нижняя часть у нас заканчивается здесь, то верхняя часть заканчивается под этим краем. Это нужно учитывать. Кроме того, очень часто в наручах вот эта длина немножечко меньше, чем вот эта. Это нужно учитывать на выкройке. Здесь нарисовано симметрично, но бывает так, что нужно вот эту зону поднимать чуть-чуть больше. В чем суть? Здесь, в этом месте, мы прижимаемся к руке довольно плотно, чтобы не мешать рукавице вращаться. А в этих местах могут быть или складки стеганки, иногда они бывают, иногда их не бывает. Или же мы добавляем здесь больше пустого пространства для того, чтобы наруч как бы немного поднимался над рукой. И таким образом косые удары, которые могут повредить внутреннюю часть локтя, они упираются в наруч раньше. То есть они как бы наруч больше защищает в каких-то случаях. Возьмем небольшое отклонение сюда. Это первое. Второе. Здесь вырез в другую сторону идет. И третье, нужно добавить нахлест. Причем по внешней стороне у нас будут две заклепки. И нужно нахлест дать ровно такой, чтобы спокойно их поставить. И заклепка не стояла, например, вот таким образом. Очень близко к краю. При ударах возможна деформация и возможно трещина в этом месте. То есть наруч разваливается. Вот наш запас. Как я говорил, в верхней створке выпуклости нету, особенно сверху, но сбоку она должна повторить вот эту выпуклость. Поэтому сбоку наруч, верхняя створка наруча немножечко куется, но вот тут сверху она не куется. То есть не диффуется, не делается выпуклой. Половинка есть. Этого хватит. Так, нужно помнить, что здесь будет вальцовка. Если мы вальцовку сделаем по всей длине, она в конце концов упрется. То есть мы не сможем нормально вставить наруч. Поэтому вальцовку мы заканчиваем в этом месте. И вот так наискосок просто срежем это дело. С этой стороны такой большой нахлест не нужен. Оставим немного меньше сантиметра. Лист 1 мм, 30 ГСА. Сразу же рисую центр. При отметке центра нужно учитывать, что маркер имеет толщину свою, почти 3 мм. Поэтому выставляем линейку не по центру отметок,
а по краю отметку. Острые углы оставлять нельзя. Начинаем отковку. 11-15 сейчас. Эта зона выколачивается гифовкой. Этот пояс мы не трогаем. И эта часть должна выйти наружу. Но изначально я ее сделаю с помощью гифовки. Я ее откую, потом край доверну еще. Сейчас будет видно. Начать можно на более маленькой яме, не глубокой. Немного простукиваются края, чтобы гофры так сильно не шли. Такие слабенькие пока. Потом чуть сильнее. Гофры разравниваем от центра к краю. В конце плющить не надо, нужно просто разровнять и все. Получился такой горизонт. В ровном состоянии, когда у нас деталь еще как бы плоская, эта выпуклость должна быть больше, чем она должна быть в конце, в конечном варианте. Потому что когда мы сгибаем вот так, все вот эти части, вот эти зоны будут подниматься, выворачиваться обратно. Поэтому нужно выковать больше изначально. Переходим на более маленький яму. Определенная выпуклость уже есть. Итак, что мы получаем? Во-первых, если закрыть глаза на эту зону, вот как бы закрываем ее, уже появляется такой вот подъем. Главное решить потом проблему с этим местом. Вот с этим. Первый раз проковали не с самого края, то есть нужно сделать такой отступ. И теперь будем проковывать ближе к краю, тем самым вытягивая его с помощью гифовки. Итак, какой-то подъем есть, довольно сильный, но он такой сильный только потому, что деталь еще не согнута. Как только она согнется, это все уйдет обратно. Пробуем сгибать. Как и планировалось, хороший подъем, который был здесь, он уже пропал. Я думаю, стоит немного доработать. Еще раз. Вот получилась такая форма. И этот перешаг еще дотянем немного другим способом. Вот здесь такая выпуклая часть. И молоток, который имеет такую немного нестандартную форму. Прорабатываем наруч таким образом, чтобы мы не облокачивали ту зону на этот выступ. То есть максимально упор на эту часть. Так, с помощью линейки теперь хорошо видно, что вот есть просаженность в этом месте, где у нас как бы талия, там почти 4 мм, и есть хорошая выпуклость в этом месте, под мышцей. Примерно на меня наруч будет. В таком виде немножечко аккуратно, так его оставим. Теперь нужно сделать верхнюю створку, плюс-минус подогнать
по форме друг к другу, и тогда уже дорихтовывать и собирать. Здесь планируется такая же самая схема. Но изгиб нужно здесь сделать, конечно, побольше, чем здесь. То есть он тут только в этом месте, тут же он по всей длине. Опять вот так начнем диффовать и идти к краю. И отсюда тоже. Здесь чуть-чуть надо сделать все равно выпуклости, потому что нужно сделать переход на наруч, на нижнюю створку наруча. Появляется такой изгиб. Здесь сильно ковать нельзя. Самая сильная скобность должна быть возле самого края. Так. Выпуклость была в этом месте. Теперь ее здесь уже нету. Уже горбик перешел сюда. И теперь видно, что почти возле самого края уже у нас хороший подъем. Но опять же, деталь не согнутая, поэтому это немножечко обманный такой эффект. Доработать еще надо. Так. Немного приподняли горб. Определенный подъем есть. Пробуем сгибать. И дотягиваем вот это место на седле. И как в прошлый раз, нельзя упираться на эту часть сильно. Тут все равно придется, конечно, на нее положить, но больше всего сюда. Опять же, когда мы работаем изнутри, самый сильный удар должен быть именно вот этой частью пайка, этой стороной, не вот этой. Любым методом мы стараемся эту часть приподнять, не поднимая вот эту. Самый край немножечко расклепываем, примерно 1,5 сантиметра от края, но вот так вот делать лучше не надо. Нам еще вальцовку здесь делать, поэтому перетоньшать эту зону не стоит. То есть бить нужно и расплющивать ровно как бы до края. Край при этом стараться не плющить лишний раз. Нужно произвести рихтовку и согнуть его на чистовой. То есть сделать чистовой вариант. То есть у нас черновичок, теперь нужно сделать его уже гладенький. При рихтовке идет, может происходить небольшое расплющивание, поэтому это нужно и учитывать, а возможно и использовать. То есть, например, когда я работаю эту зону, я немного сильнее бью, чтобы его расплющило больше, тем самым поднимало. То есть металл расширяется, сам в себя входит и может, ему некуда деваться, он начинает подниматься сам, дополнительно. В то же время вот этот перешей, который нам нельзя поднимать, который как бы талия наша, нужно рихтовать максимально аккуратно, чтобы не расплющить его, чтобы он не начал сам выступать и не появлялась выпуклость. Рихтовка снаружи это для меня почему-то более сложный вариант, чем рихтовка изнутри. То есть вот эту выпуклую зону мне проще и быстрее и легче рихтовать изнутри. Дополнительно
она также дотянет эту выпуклость, и она станет еще более такой кругленькой. Поэтому переходим на наковальню. Рихтовность определяется рукой. То есть не на глаз, не пытайтесь там найти на глаз. Гладите и выясняете, где горбики или впадинки, и их доглаживаете. Порихтованная часть снаружи, порихтованная часть изнутри. Здесь как бы переход, его нужно тоже снаружи загладить. Также нужно помнить про то, что верхняя часть у нас, она на самом-то деле несимметричная. У нее выборка несимметричная. Поэтому нельзя терять вот эти линии. И их надо регулярно наводить обратно. Эти линии — это планируемый край нижней створки наруча. То, что планировали в теории, на практике не получается, поэтому здесь нужно будет вставлять немного больше. Лишние части нужно будет обрезать. Вот такие щели оставлять нельзя. Вот здесь. Но... На этом этапе можно уже просверлить отверстия, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть наруча. При сверлении нужно уметь направлять отверстие туда, куда вам нужно. Очень часто сверло плывет в сторону, и если этого не контролировать, будет беда. То есть бывает, что новички не могут просверлить два отверстия, чтобы потом не совпали. То есть есть одна деталь, два отверстия, другая деталь. Первую я делал с кирнением, то есть накирнили, просверлили. Как бы это самый стабильный вариант. Но все равно отверстие может пытаться уйти в сторону, поэтому нужно уметь его направлять, немного наклоняя дрель. И такое можно делать только тогда, когда у вас короткое сверло. Если сверло новое, длинное, оно, скорее всего, сломается. Так, вот эта часть уже подтянута. В средневековье все наручи имели здесь петлю. Она выполнялась разными способами. Могло быть просто две петли снаружи, могла быть одна широкая петля, которая спрятана внутрь. Сейчас же я делаю такой максимально простой наруч, у которого этой петли даже не будет. Казалось бы, это проблема. Наруч нельзя открыть, нельзя вставить руку и одеть вообще наруч. Но если здесь делать заклепки, которые болтаются, не расклепывать их сильно, то эти створки начинают играть, открываться довольно сильно. Настолько, что можно руку просовывать просто внутрь вот так и закрывать, затягивать ремешком. Это, конечно же, не исторично, но это конкретно дешевле, потому что нет тут тонкой подгонки под петли, нет времени на изготовление петли. А самый главный бонус, это в том, что вы наруч одели вот так, и хоть у вас срубили ремешок, хоть не срубили, есть ремешок, нет ремешка, пока с вас не стащат рукавицу, этот наруч просто не может слететь. Это самый главный плюс.
Но сейчас продолжаем делать подгон. Створки по-нормальному еще друг к другу не подогнаны. То есть я затянул, как бы нету щели. Но они пытаются раскрыться. Но этот наруч я буду калить. И поэтому, если я его зафиксирую в таком положении, что не будет щелей, то после закалки эти щели так и останутся притянутыми, то есть щелей не будет. Значит, есть небольшая ошибка в том, что на выкройке, вот видите, наруч не имеет плоскости здесь, а вот эти части вываливаются. Это нужно подрезать и скорректировать. Такие вещи желательно сразу редактировать на выкройке, потому что второй наруч уже желательно делать без этих ошибок. Это сэкономит время. То есть сейчас бы я уже не стоял бы, не резал вот это, а занимался следующими этапами по наручу. Так, и мне кажется, наруч длинноват на меня получился. Хотя здесь еще вальцовка будет, но вот эта зона слишком близко к бицепсу получается. Поэтому ее тоже стоит вырезать. Также не очень красиво, когда вот эта линия имеет такую дугу. Желательно, чтобы она была тоже ровненькая. Сразу же можно запланировать отверстие на пряжку и ремешок. Лишних нахлестов в наруче быть не должно. Вот у нас есть необходимая толщина, ширина детальки на отверстие. Большего здесь не надо. Это лишний вес на самом-то деле. Конечно, это немного, но если везде на доспехе собирается много лишних нахлестов, это добавляет уже ощутимо. Так, вот у нас есть подрезка. Ее нужно скопировать на выкройке. Дело в том, что под разные методы изготовления выкройка должна быть разная. Эта выкройка работает, если мы вот этот перешеек прогреваем, и весь наруч, видите, он сейчас остался вот таким согнутым, в этом месте он как бы изгибается на горячо. Поэтому эта выкройка правильная под другой метод работы. А под вытяжку на холодно, вот этих зон, получается, нужно немножечко менять. Подрезку на готовых деталях выполняем болгаркой, не электроножницами. Они, конечно, очень хорошо и быстро режут, но не деформируют материал, и с такими выпуклостями они не справятся. У меня на болгарке нету защитного кожуха, который идет по стандартному таким инструментам, потому что очень часто мне приходится работать как этой стороной, так и этой стороной. Это, конечно, очень правильно, но приходится. Во избежание различных случаев неприятных, никогда не режьте так, чтобы отрезной круг был, плоскость отрезного круга была в районе вашей головы, в плоскости. То есть всегда нужно находиться как бы сбоку немножечко. Значит, голову в плоскости круга не держим. Второе, у вас должны быть защитные очки. У меня они всегда, поэтому мне одевать не надо. Но людям, которые не ходят в очках или же боятся за линзы, нужно одевать защитные очки. Тем более, если вы новичок. У меня уже 10 лет стажа, поэтому я знаю, как болгарка себя ведет. Если первый раз берете в болгарку, то обязательно должен быть защитный кожух, очки, наушники. Наушники для того, чтобы в ушах потом не звенело. Начинаем резать. Первое. Искры идут на оператора, не от оператора. Некоторые умельцы переворачивают болгарку и работают типа вот так. Болт искры улетают от человека, значит, это классно, удобно. Это плохо. Дело в том, что болгарка иногда заклинивает материал. И в этом случае она дергается. И если мы пускаем искры вперед, болгарка дергается на человека. Это опасно. Если же у нас искры идут как бы на оператора, стараемся немного мимо, то если болгарка дергается, она улетает вперед. Второй момент. Прорезать начинаем от своей стороны. В чем суть? Когда мы прорезаем,
у нас слой металла разрезается с таким трамплинчиком как бы. И если мы начинаем прорезать с этой стороны, то у нас диск напарывается на острую часть. Он не заезжает на материал, а напарывается на такой ножик-то, который образовывается. Поэтому, если резать отсюда, прорезать насквозь, то очень высокий шанс того, что болгарка будет дергаться, и это очень неприятно и опасно. Поэтому прорезаем всегда от себя. Внешние части обрезаны, но остаются такие заусеницы. Их нужно обязательно убирать. Иначе будет разорвана одежда или даже можно порезаться об такую защиту. Очень хорошо собрать детали вместе. Вот у нас эта часть должна быть идеально ровненькая. Вот вместе собираем и протачиваем дополнительно. Выравниваем. Так, детали сейчас зажаты, поэтому щелей тут нету, но детальки имеют внутреннее напряжение. Вот я сейчас так собрал с помощью пинцелей. Ну, я не знаю, как называются эти штучки на самом деле. Я когда-то на базаре мне сказали, что вроде бы пинцели. Но после этого, кому бы я ни говорил, никто не знал, что они так называются. Поэтому если кто-то знает, как называются эти самозажимные клещи, или такое, то напишите, пожалуйста. Значит, зафиксировали, и немного нужно простучать эти зоны. Небольшая щель осталась, но видно, что она равномерная. То есть, если верхнюю створку разогнуть или нижнюю согнуть, то она должна как раз стать уже ровненькой. Вот теперь наруч сам от себя поджался. Теперь нужно делать кольцо. Делаем разметку штангенциркулем. Задаем 4 мм и аккуратно проводим изнутри. Сильно давить не надо. Бывает случаи, если сильно нацарапать штангелем, то по этой линии как раз идет трещина. Поэтому без усердствований. Делаем такой уголок, так чтобы след от молотка был именно над нашей линией. Сделали начало. Дело в том, что просто так наруч ерзает по краю и довольно трудно удержать заготовку. Но если вот мы начали и зацепились, во-первых, рукой уже чувствуется, где край наковальни, уже проще. Прицепились. Теперь нужно идти дальше. То есть мы как бы зафиксировались на краю и начнем постепенно вот так вот прокатываться. Но цепляясь этой частью. То есть взяли. Я весом немножко надавливаю сюда на наковальню, чтобы не скользил наруч сильно от удара. То есть пытаюсь его стабилизировать, чтобы он не уезжал. Вот после первого прохода тут образовывается примерно 45 градусов наклона на наковальне. Теперь докручиваем на зубиле. Получилось примерно 90 градусов или чуть больше. И теперь можно заваливать это на роги. Очень часто бывает, что середина вальцовки закручивается по одному, а край по другому, чуть-чуть. Поэтому его стоит дополнительно подбивать с этой стороны. Подбиваем как бы на весу, то есть мы не опираем ни на какую приспособу, а просто за счет того, что заготовка имеет вес и рука имеет вес, забиваем вот эти вот уголки.
При изготовлении вальцовки наруч, конечно же, немного разгибается, поэтому нужно его возвращать обратно в необходимую форму. Наруч закален и отпущен. Теперь его нужно шлифануть. Здесь будет очень простая шлифовка, минимальная такая солдатская. И можно будет уже приступить к сборке. Теперь необходимо покрасить изнутри, так как от пота начинает ржаветь внутренняя поверхность. Так, пряжка, ремешок готовы. Когда я решил заниматься доспехами, решил прямо серьезно заниматься доспехами, первым делом я начал смотреть, как собраны музейные экспонаты. И я заметил, что то, как меня учили делать доспехи, то есть собирать на заклепки, не совсем так, как оно было по истории. Например, я всегда пользовался вот такими заклепками, у которых есть шарик, шляпка, и расклепывал все изнутри. В то время как средневековые доспехи собраны на заклепки по типу гвоздя. У него просто плоская шляпка. И расклепывается все снаружи доспеха. На самом деле это более исторично и, как по мне, намного более удобно. То есть вместо того, чтобы мне сейчас вот там расклепывать внутри, я буду расклепывать шляпку снаружи. Вставляем заклепку, нанизываем кожаный ремень и дополнительно шайбу. Шайба для того, чтобы, это более спортивный такой наруч, поэтому для большей крепости. Заклепка здесь слишком длинная, ее нужно обкусить. И расклепать. Получился вот такой простой наруч. В целом я планирую делать видео, как сделать простой локоть, простой бицепс и плечо. Этот наруч мы разыграем между
нашими подписчиками, между подписчиками нашего канала. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам надо подписаться на наш канал и поставить комментарий под этим видео. Через месяц я случайным образом выберу победителя, и он получит или в подарок этот наруч, или скидку на руки Тристан. Скидка 10%. Также победителю нужно будет уточнить размеры свои, потому что наруч на меня сделанный. Я вешу примерно 84 килограмма, ростом метр 86. Наруч не на всех людей подходит, поэтому я думаю, что мы можем немножечко подогнать его под победителя. Или же в крайнем случае сделать новый. Здесь пока что нет отверстий для привязывания к стеганке, потому что хочется уточнить размеры, все-таки на кого этот наруч будет сделан. Наруч довольно сильно может раскрыться, вот на большую руку, видите, рука у меня прям болтается, и довольно сильно можно его и затянуть. Вот, теперь болтанки практически нет. Все, всем спасибо, всем пока.